Среди суматошного мира развлечений, плотного графика и неугасаемого света софитов есть два имени, которые всегда тихо откликаются в сердцах поклонников – Тэхён и Чингук. Они больше, чем просто две звезды, сияющие на одной сцене. Они две души, выросшие вместе, которые когда-то смеялись за небольшой сценой. Пели одни и те же песни, мечтали под одним небом. Бывают моменты, когда мир слишком шумный. Слишком много голосов, слишком много света, слишком много ожиданий. Но за всем этим скрывается более искренняя тишина, тишина, которую могут услышать только два сердца, по-настоящему понявшие друг друга. Тэхён однажды сказал в интервью мягким, почти шепотом: «Иногда, даже когда я занят, я все равно думаю о тех, кто меня успокаивает». Многим эти слова могут показаться отражением сентиментального человека. Но для тех, кто знает его лучше. Слово «спокойствие» — это больше, чем просто слово. Это чувство, которое возникает только тогда, когда что-то или кто-то ощущается как дом. По ту сторону, на сцене, далеко-далеко, на другом конце света. Чингук стоял, затаив дыхание, после того, как закончил свою последнюю песню. Включился свет, публика аплодировала, но его взгляд на мгновение замер. Что-то было на его лице, легкая тишина среди шума. Как будто его мысли переместились в более тихое место. Где тот голос, который когда-то шутил с ним, все еще тихо разносился эхом. В радиоинтервью он слабо улыбнулся и сказал: «Когда я усердно работал, был кто-то, кто всегда придавал мне сил, без необходимости говорить». Простая фраза. Но мир на мгновение замер, чтобы услышать ее. Потому что важны были не слова, а то, как он их произносил. Со взглядом, который не могла скрыть камера. С тоном, который, казалось, говорил с кем-то далеким, но близким его сердцу. Их дни, вероятно, были заполнены репетициями, путешествиями и крупными проектами. Но каждый шаг, каждая нота песни, которую они пели, всегда несли с собой легкую тень прошлого. Времени, когда они еще могли смотреть друг на друга без слов. Просто смеясь в тихой комнате для репетиций. Возможно, среди тысяч перемен одно остается неизменным. Тоска, которая никогда не угасает. Тэхён в своей нежной манере часто пишет тексты, полные красок и скрытого смысла. В одной из личных заметок он однажды написал: «Я хочу создать песню, которая заставит кого-то улыбнуться, даже когда он далеко». А Чингук, в свою очередь, сочиняет мелодии с той же страстью. Словно его ноты стремятся достичь чего-то невидимого. Чего-то близкого, но всегда недосягаемого. Иногда любовь приходит не в форме объятий или простого «я скучаю по тебе». Иногда любовь приходит в форме упорного труда, молчаливо посвященного кому-то. Легкой улыбки каждый раз, когда его имя упоминается на экране. Или в форме того, как кто-то смотрит безучастно, но его сердце наполнено смыслом. Однажды вечером Тэхён смотрел на свою запись на экране студии. Песня, которую он сочинил в тот день, звучала тихо, почти шепотом. Он на мгновение закрыл глаза, слушая припев. И невольно улыбнулся. Почему-то каждый раз, когда я пишу такую мелодию, мне кажется, что я разговариваю с кем-то, тихо сказал он своему продюсеру. Продюсер просто кивнул, не задавая дальнейших вопросов. Может быть, потому, что некоторые вещи не нужно объяснять, их нужно просто почувствовать. Тем же вечером Чингук сидел перед микрофоном в наушниках. Он записывал новую песню. Его дыхание замедлилось, и он запел таким мягким голосом, словно обращался к кому-то далекому. «Даже если я убегу, даже если упаду, я найду дорогу к тебе». Когда песня закончилась, он закрыл глаза. Воцарилась тишина. Слышалось только тиканье часов. Затем, с легкой улыбкой, он тихо прошептал про себя. «Забавно, почему в каждой песне, которую я пишу, я чувствую себя так, будто вспоминаю кого-то, кто дарит мне чувство покоя. И каким-то образом в такие ночи сердце двух людей в разных местах всегда чувствует себя синхронно.
Как будто тоска по-своему навещает друг друга даже без разрешения. Возможно, у Вселенной действительно есть свой путь. Двое людей не всегда сходятся, когда они этого хотят. Но всегда, когда они готовы. И, возможно, именно сейчас. Два имени, которые шли своим собственным светом. Снова встанут бок о бок, не случайно. А потому, что их сердца никогда по-настоящему не разлучались. «Наверное, некоторым вещам суждено вернуться», — с улыбкой сказал Тэхён в своем последнем интервью. «Неважно, сколько времени пройдет». А Чингук в другой раз сказал. «Была встреча, которая ощущалась как дом. Возможно, именно этого я и ждал». Эти слова были словно два кусочка пазла, сложившиеся воедино. И фандом понял, это не просто совпадение. Это была история, написанная с легкой и нежной тоской. Иногда Вселенная ждет, пока сердца двух людей будут по-настоящему готовы, прежде чем снова соединить их. И когда это произошло, все было так естественно. Не драматично, не натянуто, просто правильно. После окончания сессии они немного поговорили. О простых вещах, музыке, путешествиях, мечтах. Ничего особенного, но тишина между предложениями была наполнена смыслом. «Тебе все еще нравится сидеть в студии до утра?» Со смехом спросил Тэхён. «Все еще», — ответил Чингук, опустив взгляд в пол. «Но теперь ночи стали тише». «Тебе всегда нравилась тишина?» «Да. Потому что там я могу слышать неслышимое». И они оба рассмеялись. Не потому, что было смешно, а потому, что им было комфортно. Потому что в этом смехе было чувство, знакомое им давно, чувство, что сколько бы времени ни прошло, они все равно могли понимать друг друга, не говоря ни слова. На следующий день СМИ начали публиковать фотографии из проекта. На одном кадре они стояли рядом. Смеясь так естественно, словно время никогда их не разлучало. Поклонники плакали, смеялись и благодарили Вселенную. Потому что после всего этого времени они наконец-то снова оказались в одном свете. Но за всей этой радостью было что-то более глубокое, что камера не могла уловить. Прекрасная тишина, тишина между двумя людьми, которые знали, что потерялись. И теперь, наконец, снова нашли. В последний день съемок день медленно клонился к вечеру. Небо было золотистым, и солнечный свет струился сквозь большие окна студии. Они сидели на длинной скамейке у окна, не говоря ни слова. Тэхён смотрел в окно, пока Чингук неторопливо играл с горлышком бутылки с водой. Тишина. Но это было не неловкое молчание, это было мирное молчание, какое бывает у двух людей, которые слишком долго понимали друг друга. «Я рад, что мы снова можем работать вместе», — наконец сказал Чингук. «Я тоже», — тихо ответил Тэхён. «Такое ощущение, что это должно было быть». «Может быть, так устроена Вселенная», — добавил Чингук, глядя на заходящее солнце. «Да», — с улыбкой ответил Тэхён. «Может быть, мы никогда по-настоящему и не расставались». Эта фраза повисла в воздухе, словно молитва, которую не нужно было повторять. Любовь — это не всегда обладание. Иногда любовь — это позволить кому-то быть самим собой. И при этом молиться о его счастье издалека. Тэхён и Чингук многое пережили: юность, поиски, недопонимание и зрелость. Но в конце концов осталось не расставание, а понимание. Некоторым отношениям не нужен конец. «Знаешь, что в нас самое прекрасное?» — спросил однажды Тэхён. «Что?» «Мы никогда не обещаем, но и никогда по-настоящему не проигрываем». Чингук улыбнулся, глядя вперед. «Может быть, из-за чего-то нет нужды обещать. Просто осторожничаем». И в эту секунду все, что они когда-либо пережили, словно слилось в один мягкий свет. Теплый, умиротворяющий и вневременный. Может быть, эта история заканчивается не объятием, не великим узнаванием,
а улыбкой двух понимающих душ, что они всегда найдут друг друга. Так, как понимают только они и Вселенная. Их любовь – не конечная история, но свет, который продолжает гореть. Безмолвный, но никогда не угасающий. Пока звезды сияют. Сказал Чингук. Я всегда буду узнавать твой свет. И пока жива музыка. Ответил Тэхён. Я буду слышать твое имя между нотами. И все. В мире, полном света и тайн. Их история живет. Не среди слухов, а среди ударов сердца.